понимаю, конечно, но у нас вопрос в том, что у нас нет данных, к сожалению, о том, где он реально пребывает, и поэтому у нас безвыходная ситуация. Этого Нам и мы надо, не чтобы как знаем. можно большее количество людей, которые, в принципе, с ним сталкивались, знали о том, что он в розыске находится. Нет, просто этого и мы не знаем. Я могу сказать. А может быть, вы нам помогли хотя бы как-то навести на мысль, сказать, вот где... Оксану спрашивайте, она там бывает постоянно. Оксана? Да, Там она у него где? постоянно бывает. В этом Шумилова. Буквально 10 минут назад мы повесили здесь объявление. Как видим, его уже нет. Кто его сорвал, непонятно. В этот момент ушли в следующий квартал. Вернулись. Вот все. Ничего нет. По всей видимости, кроме жены Волошина, еще кому-то из местных жителей не нравится, то, что Да. здесь объявления вешают. Да, походу. Есть у него еще поклонники сухобезводно. Вот мы разыскиваем вот такого товарища. Может быть, известен кому-то вам. Это наш Вообще-то наш. сухобезводнический. Наша достопримечательность. Ваша да. достопримечательность со Да. знаком плюс или со знаком минус? Даже знака, наверное, такого не существует. А здесь не появлялся. Нет, он сюда-то, наверное, побоится. Да, Он родился тут поедет. многим нагадил. А каким образом мог нагадить? А вам? Вы что-то Лично знаете об этом? нет. Это надо А почему у спрашивать. него такая репутация плохая? Ну Это вот надо понятное дело. спрашивать, кто в колонии работал. Те уже вам точно расскажут про его героические поступки. А там Ясно. Памятника, в общем, ему здесь не установлено. нет. Пытки в колонии все-таки не настолько частая вещь, насколько это явление случается и наблюдается с нами в полиции. Хотя такие колонии по-прежнему есть. И, как правило, это всего лишь несколько колоний на территории Российской Федерации. И одна из таких колоний, нам очень повезло, оказалась у нас на территории Нижегородской области. Это исправительная колония строгого режима номер 14, которая находится в поселке Сухобезводное в Семеновском районе Нижегородской области. Но о том, что это колония пыточная, об этом знают правозащитники, об этом знают члены ОНК. Внутри самой системы ФСИН эта колония всегда была на хорошем счету. И руководство этой колонии, включая бывшего начальника этой колонии Волошина Василия Степановича, всегда с удовольствием говорили, что у нас самая замечательная колония, у нас здесь нет никаких нарушений, у нас хорошо работает производство, у нас здесь не совершаются никакие преступления, у нас нет побегов, у нас все по правилам внутреннего распорядка, у нас нет наркотиков, у нас нет алкоголя, у нас все хорошо. Нам стали поступать различные, скажем так, тревожные сигналы. Это были как раз сигналы о пытках. Причем мы и удивились, и ужаснулись одновременно, потому что сначала даже не поверили, как в такой образцовой колонии, с таким улыбающимся и открытым руководством может происходить такое. Ну, наверное, это или ошибка какая-нибудь, или, наверное, это поклеп какой-нибудь, или провокация, может быть, какая-то. Потому что рассказывали о пытках ужасных, рассказывали, что в этой колонии порядок, установленный там, он чем-то сродни порядку в концлагере. В марте 2012 года я приехала к своему сыну на свидание. Ну вот потом, когда пришла к Мише, уже в камеру, ну в комнату, вот, через некоторое время, когда уж тут осмотр, все нас проверили, вот, он мне говорит: мам, посмотри, и показывает мне ногу. Вот, а я гляжу, все пальцы прям вот темно-темно-синие были, прям почти черные. Я ей говорю: у тебя что, гангрена? Я ему вот так вот. А он говорит: нет, не гангрена, это так били. То есть вот вся ступня, он говорит, была черная.
Михаил Мосягин, он на самом деле выделяется из общего количества наших заявителей, поскольку он сам себя позиционирует как правозащитник, защитник лиц, которые находятся в местах лишения свободы. И вот как раз когда он попал в исправительную колонию номер 14, он попытался защищать права людей, которые вместе с ним находились в этой колонии, и в результате чего пострадал от действий осужденных, которые лояльны к администрации. По его словам, его избивали по пяткам, именно такой деревянной палкой, традиционное, скажем, избиение, характерное для этого учреждения. И стоит отметить, что именно по этому обращению не только с нашей стороны, но и он самостоятельно неоднократно писал различные структуры с тем, что проверка по его заявлению в связи с его избиением проводится неэффективно. Ну и я говорю, а где у вас комната пыток? Они говорят, у нас такой комнаты нет. Он рассказывал, кто это делал. То есть это делали заключенные, приближенные к администрации, или, может быть, кто-то из администрации колонии об этом говорил? По-моему, какие-то, которые работают на администрации. Ну, то есть это заключенные делали, да? Там очень жестокие условия по отношению от одних осужденных к другим. При этом речь идет, в общем-то, не о каких-то воровских традициях, о каких-то воровских законах. Речь идет как раз о том, что там бал правят так называемые активисты, то есть те люди, которые сотрудничают с администрацией колонии. Фактически они там порядок весь и наводят. Сами осужденные нам говорили, что они по несколько месяцев не видели ни одного начальника отряда, что они почти не видят сотрудников администрации, что там осужденные делятся на две категории. Те, кто там вот отбывает наказание на общих основаниях, и те, кто носит повязки. То есть вот эти вот самые так называемые активисты. Тут выдержка. Волошин сказал Зуеву, что сейчас Зуев в 12-й отряд переведут Мосягина, и его надо будет отработать. Это, как правило, означало применить физическую силу, тереть полы, мыть, лизать унитаз. То есть, при мне Зуев несколько раз избивал Мосягина, а также оскорблял его. Я видел у Мосягина телесные повреждения на лице и на теле, которые образовались у него после избиения Зуева. Это вот рентген, которые у меня были на ноге. Стоит отметить, что Мосягин до сих пор хромает. Он ходит с палочкой. И даже на судебные заседания, которые его доставляют, он является с тростью, которая поддержит его передвижение. Мы находимся в селе Татарском, где раньше проживал Кулемин Александр, который погиб в ВК-14. Нам пришла телеграмма из Симоновского района, что Саша нашему больше. Он упал со 2-го яруса. У меня возникает вопрос, как можно упасть со 2-го яруса и получить такие травмы? До сих пор не верится, кажется, что все равно он там сидит. Вы надеетесь все-таки, что уголовное дело будет расследовано? Очень надеюсь. Виновные понесут наказание? Да, очень бы это даже хотелось. Рано или поздно мы этого товарища задержим. И человек, он обязан идти под суд. И мы все для этого сделаем.